Собаки готовятся. А ничего готовится. Подскочил да побежал, да? Пулька там свернулась в клубок. Ни в какую не хочет в избушку заходить. Эти-то с вечера зашли, хоть там обсушились, полежали, поспали. Особенно Фарт он храпака давал. Пришел к машине, подогрев не заводится. Насос. Послушал, насос не качает. А с бака, который качает на подогрев, должен щелкать. А он не щелкал. Пришлось доставать паяльную лампу. И подогревать сначала бак, а потом нашел насос, там наверху стоит. Вот он подогрелся, насос заработал. Слышно, как он щелкает. Все, ждем, пока подогреется. А Пулька тут какую-то белку нашла. Я сразу-то подошел, смотрел, так и ничего не высмотрел. Сейчас мороз, белка затаивается. Вот она затаилась. И ни хрена не видно, да и хрен с ней. У нас сейчас другие заботы. Как подогреется, поедем. Соболь копался. Кем-то спрятанные орехи добывал. Ну, кедровка, может, спрятала. Самый быстрый способ определения свежести следа. Поддел ногой. Вот, комок смерзшийся. Значит, след уже давнишний, старый. Если рассыпается, тогда уже прутиком можно. И вот так пошевелил по следу. И как по сопротивлению прутика будет видно, какой степени след. Но это все в мороз. Когда тепло, это уже правило не действует. Вот, помочился, потоптался после еды. Нет, сначала это он сделал, потом разрыл и пошел. Собаки примчались, вернулись. Соболя бегают. Время уже 12, а я еще не ел. Обычно обедаю дальше. Через эту гору переваливаю. И там в конце путика, ну он путик, типа аппендикса. И вот там обедаю и потом обратно иду. Ну а нынче с машиной провозился, пока разогревал. И вот маленько припоздал. Распорядок у меня немецкий. Обедать значит обедать. Ловчий капкан. Зимой в мороз, имею в виду своеобразная установка капканов. Перчатки сырые от постоянного снега, и к капкану примерзает, пока его устанавливаешь. Надо, когда вот тарелочку, допустим, устанавливаешь, надо в бок палец отводить. Не просто выбирать вот так вот.
Потому что он прилипает, и тарелочка потянется за пальцем. Капкан захлопнется. Капкан такой низковатый. Собаки здесь могут содрать. Пулька ушла куда-то вправо. 230 метров. Палка идет впереди. Все время проверяет. Отрываться не хочет от меня. То и дело возвращается по тропе. 2 капкана осталось зарядить. Там чай пью. И обратно иду. Время уже, наверное, часа 2. 5 часов уже темняет. Мне еще ехать надо до следующей избушки. Еще дойти до машины часа 2. Потом доехать. Там прорубь придется долбить в следующей избушке. В новой. Девятый на этой стороне горы капкан. Все. Последний капкан на этом путике зарядил. Сейчас поворачиваю в обратную дорогу. Чай попил уже. Кому-то нужны дальнобойные собаки. А мне вот наоборот. Вот такие собаки устраивают. По путику идешь, и они как бы это всегда рядом. Ты наблюдаешь их. И далеко не уходят. И ты от путиков не отвлекаешься далеко. Ну, рядом где-то какого-то свежачка загонят. Соболя. Отойдешь, если стрельнешь. А так, в основном, тут добыча капканно-самоловная. С собаками, чисто с собаками, это уже больше как спортивная охота. Я уже что-то не хочу такой охотой заниматься. Это беготня. Здоровья надо много. Тут так-то думаешь, путики бы хоть проверить. То ладно. Вернее, даже не так выразился. В основном с собаками охота на соболя результативная, где его местного соболя много. У нас, вот у меня на участке, в основном переходной. Его выгоднее вылавливать капканами. Ну, то есть пока ходишь в одном месте, а капканы ловят по всему участку одновременно. А где-то, где соболя местного много, вот с осени, там вот он не идет, капканы осенью. Его в основном только собаками можно брать. А потом зимой уже идет в эти капканы. У меня наоборот. Вот пока переходной идет соболь, ходовой, так называемый, осенью. Вот надо успевать его вылавливать. А с собаками это уже так, попутно. Где-то что-то, свежачок попадется. Бывает несколько дней можно вообще никаких свежих следов соболиных не встретить. Мне было главное, чтобы собаки вот на эту дорогу не выскочили. Вот светлая дорога на спутниковой карте. А у меня путик не доходит до дороги. И вот я в этом месте обратно поворачиваю, иду по своему следу. А в прошлом году вот они выскочили на дорогу. Сначала сюда 600 метров, потом туда, в другую сторону. Я уже до машины дошел 3 километра. Ждал его. Пришел он один. А пулька гулялась. Она где-то там кавалеров искала.
На утро я за ней поехал. Там у меня прошлогоднее видео есть. И она навстречу уже бежит. Почти добежала уже до избушки. Но пока бежала, она переночевала где-то там, в лесу. А утром бежала голодная. И сожрала почти всю приманку на этом путике. Вот я почему и боялся, что они сейчас чесанут, а потом меня будут догонять. Приманку сдерут, а ты думай, гадай. Приманка висит, не висит. В следующий раз через неделю, к примеру, поедешь проверять, а путик пустой. И впустую капканы простояли. Поэтому лучше вот сейчас, чтобы собаки были на виду. Передо мной я уже контролировал, что вышли с путика. Приманка вся висит. Все нормально. Вышли к машине. Подогрев работает. Собаки молодые здесь. А фарт ушел за 800 метров. Вот уже возвращается по следу, видать. И уходил. 750 уже метров. Было 800. Но нам такие ночные похождения не нужны. Уже время. Все у нас 16:16. 5 час. 5 уже темнеет, смеркается. Ну и нахрен нам такая охота. Сейчас фарт придет. Вот уже 740 метров. Фарт придет, поедем в другую избушку. Сейчас собак погружу в кузов для быстроты. Для быстроты всего этого дела, чтобы быстрее доехать. Да, они сами уж набегались. И поедем. Интересно наблюдать, как у собаки компас работает. Вот он туда извилисто, вот так вот петли накручивал, шел. А обратно идет, вот он почти прямо. Вот его голова, это он сейчас идет. Обратно к дороге. Вот она дорога, где палец. И вот он приближается к дороге. Почти прямо вот оттуда. Так, как раз. И вот до него осталось 350 метров. 340. Почему я туда еще не хочу идти? Потому что в той стороне горельник. Вот он даже на спутниковой карте отмечен вот так вот. Ну, видно, что серое такое, сгоревшее все. Здесь зеленая тайга, а здесь горельник. Даже если вот там вот лось будет, буду я точно знать, что там лось, и то я туда уже не пойду. Потому что хрен его знает. Это отсюда 800 метров. И там еще непонятно, что получится. Еще дальше уйдет. Только зазря проходишь вот по такому лесу. Ну, это вот он, горельник. Вот такой чепыжник. Вот такие заросли. А внизу валежник сплошной. Все. Прибыли на место. Выгрузился. Сейчас вот это все обязательно надо тащить. Там еще кое-что осталось в машине. Один пакет. Но основное все сейчас заберу. Фарта пришлось грузить. Сам даже запрыгнуть не мог в кузов. Пришлось его подсаживать. И че, пойдем, бродяги? Добрались до избушки. Снега уже вон сколько. Только уже свое место заняло.
Ну что, все в порядке, шеф, все в изморози. В прошлый раз уходил на 3 дня, приехал через 3 недели. И вот оставалась вода, когда тепло еще было. Не думал, что замерзнет. А теперь-то двадцатники стоят. 20-25 градусов. Минуса. Но немножко его расперло тут днище. Сейчас буду оттаивать. Оттает, потом оттуда в маленькое ведерко в этот лед опрокину. Здесь тоже вот полный чайник, но его хоть ничего не расперло, нормально все, чайник целый. Умывальник тоже полнёхонький. Так и замерз. Будем все оттаивать. Интересно, что сейчас будет с морожеными помидорами. Оттают, узнаю. Надо же, чтобы утром свет был. Электрики, чтобы включили свет. А то и не узнаешь, как утро-то будет. В принципе, ничего страшного. Немного выгнуло. Стоять будет. Старый конь борозды не испортит. Фарт он, не торопясь, посмотрел, куда я иду, и впереди бежит. А те молодые как сиганули куда-то сразу же, несмотря куда я иду. И нету их. Лосиный след. Свежий причем. Вот оттуда пришел. Фарт ушел по следу. 130 метров сейчас до него. Я пока чай попью. Может, лосей не ушел. Приближается к месту прошлогодней побойки. Вот буквально там метров 200, наверное, оттуда. 310 метров. Нет, все. Пошел обратно. 290.
Белки повылазили после мороза. Оттепель -6 утром было. Вот. Пулька не затыкается, везде белки эти. Фарт по лосиному следу ушел. А лось неизвестно, как сейчас среагирует на лай. Может, сейчас как чешет километров за 10. Вот он пока еще удаляется, 390 уже метров. Фарт в горельнике. Вот по этой стороне ручья. Идет и идет. Такое впечатление, что по следу. Просто так он не будет петлять. Вот. 840 метров. Вот я. И вот он вперед ушел. Погода ватная. Так, мягкая такая. Вот так-то вроде как и скрадывать хорошо. Но зверь не так слышит все это дело. Звуки приглушенные. Но и в то же время пить охота. Вот два раза уже останавливался. Чай пил. Фарт ушел. И вот он далеко вперед ушел. Вот. Вот я. А вот он, как он шел, здесь вот так обогнул. Путик пересек и на ту сторону ушел. И здесь вот эта гора, она сейчас препятствует сигналу. Я не вижу дальше шевелений. Ну, то есть, вот он на одном месте. 880 метров от меня. И чтобы мне увидеть, мне надо вот на эту гору. Сейчас хотя бы метров 500 подняться, чтобы связь опять поймалась. Чтобы я его мог видеть. Тогда будет видно, что там дальше. Дальше уже настораживать капкана не буду, потому что там, вот сейчас прошел это место, там до того все навалило. Там заново надо брать пилу и пропиливаться. Капец, это месяц назад вот там пропиливался, и опять все понаваляло, там друг на друге все лежит. Кое-как прошел это место, вот дальше вышел, здесь вроде получше, но решил дальше не наживлять капканы, потому что здесь всегда не особо ловилось. Так. Если бы было пропилено, так еще можно было насторожить. А так специально потом пропиливаться, чтобы проверить этот десяток капканов. Смысла нет. Пулька с Ханом тоже где-то впереди. Сейчас должны подбежать. Но она-то что-то этими белками задолбала уже. Фарт ушел по следу, по лосиному. А она вот этих белок давай. Одну за другой. Лает, я не подхожу. Она уже видит, что я не подхожу, и это бросает их. Меня догоняет. Вот. Вон пулька бежит. Сейчас прибегут и пойду в гору. Сейчас Хан подбежит. Пойду в гору вот сюда вот. Там все равно полегче идти, чем здесь. Я, конечно, погорячился, когда сказал, что здесь на горе легче идти. Вот что из себя представляет гора. И как раз они все навалены поперек. Понемногу ползу в гору. Вот, что из себя представляет гора. Вот следующая гора. За ручьем. По ручью у меня путик идет. Ну, я и там хожу по той горе. Когда с вольной охотой. Здесь я в основном не хожу, здесь хуже. Здесь, вот, сами видите, что творится. А там сосничок по той стороне. По вершине вот так вот
Сначала вдоль склона идешь, потом на гору выходишь и обратно до избушки уже. По вершине там сосничок, легко идти. Вот таких завалов здесь там нету, как здесь. Здесь и кабарга живет. Вот прыжки кабарги. Старые следики уже. Вот они. Она здесь как рыба в воде. Вот они, следочки. Сразу видно, она тоненькие. Копытца. Самый мелкий олень. И она вот в таких ветровалах любит селиться. Она здесь живет. Здесь и корм. Вот этот лишайник она тоже ест. Вот на ветках. Как и олени северные, и лоси. И в то же время укрытие. Она легко, она как коза прыгает через эти завалы. Ее тут никто не догонит. Я один раз видел так мельком. Ну не здесь, конечно. По путику шел также от кабеля. Кабель на горе был. И это, смотрю, с той стороны тень какая-то мелькнула. И она только через ветровал. Так раз. И все, исчезла. Подхожу, посмотрела, там следы кабарги. Ну все понятно. А так вот, чтобы ее увидеть. И вот еще один раз я видел. Она ко мне подбежала, так уже метров на 10. Тоже от кабеля. Ну и все. Отбегалась. И все, я больше так вот не видел кабаргу. Она вообще осторожная. Обошел этот ветровал. Там вообще задница, он заросший уже. Тут осинник мелкий. Продираешься через него. Все внизу, все валяется. Это валежины. Зашел вот сюда, вот живой лес. Тут в живом хоть попроще. Тоже, конечно, вон валежины. Но здесь намного уже легче идти. В общем, вот. Пошел на перерез фарту. Вот желтая линия, это фарт был. Шел. И вот они сейчас, пулька с фартом встретились. Вот вместе два значка. Красный и желтый. Сейчас пулька расскажет, где я нахожусь. Фарту. И фарт придет сюда. Я вот здесь вот на следы лосей набрел. Семейка шла. Вот кормились они здесь. Ну, уже такой помет уже подмерзший. Вот следы. И куда-то туда идут. Я думал, фарт их подсечет, может, там. Но ни хрена. Фарт где-то вон там он вышел. Фарт пришел. Пулька здесь. Маленький балбес где-то потерялся на путике. Он там где-то лаял. Под горой, что ли, где путик идет. Ну, за ним никто ходить не будет. Тут должен сам ориентироваться. Тут детского сада нет. Держись хозяина, и все будет в шоколаде. А не так, что за мамкой убежал, и все, побежала, как и за ней весь день бегает. Бездумно. Че к чему, непонятно. Даже, ну, хозяина он иногда возвращается, проверяет. Но че, зачем бегает, непонятно. Собаки лают, взрослые. Он как-то вообще игнорирует. Че они там лают? Он даже наоборот, по-моему, уходит в сторону от лая. Чтобы они ему не досаждали громкими звуками. Ну, что-то вот так вот. Белка, когда падает, он даже как-то ноль внимания к ней. И вот глухарей
Глухаря я стрелял с-под фарта, когда позавчера. Ну, как-то так себе относится. Ну и к лосю также. Лося, когда в сентябре стрелял, он к нему потом уже кое-как подошел, когда он уже не шевелился, признаков опасности не подавал, тогда он уже подошел к нему. Ладно, пойду дальше. Это уже его проблема. По следу, если что, обратно в избушку придет. А мы сейчас пойдем так вот по горе вдоль путика в сторону избушки. Сейчас уже 1 час. Ну что-то и есть-то неохота. Сейчас больше пить охота. А вот и он и явился. Легок на поминки. Только про него проговорил. Ты чё, по следам хозяина не ищешь? Кое-как нашел. Лоси недавно были. Кормились. Вот след пошел. Бычара хороший. Все лосями исхожено здесь. Но ходить, ну и он нахрен. Даже если вот так вот лось будет стоять, подумаешь еще 5 раз. Стрелять, не стрелять. Потому что отсюда его вывозить, это мясо. Пилиться будешь несколько дней. Но тут тем хорошо, что путик у меня рядом. Метров 600, наверное. 700. Вот там он. За горой. Вот так проходит. Сейчас, короче, надо туда на путик выходить. Ну его нахрен тут. Я как-то раньше ходил здесь. Вот так. По горам. В сторону избушки. Избушка там. Слева у меня. Через, ну, на ручье. А здесь по горе я шел. Ну, тут такого я не помню, чтобы было. Это вот уже наваляло тут за эти годы. Вообще идти невозможно. Даже собаки стонут, жалуются. Пошли, говорит хозяин, быстрее на тропу. Вот что-то пулька рванула. Ломанулась прямо. Как кабарга по завалам. Мне бы вот так прыгать, как она. Я бы сейчас до путика допрыгал. И пошел дальше спокойно, до избушки. Вот она, что ломанулась. А вон белка сидит. Не хочу даже подходить. Там вон через эти все деревья надо лезть. Ну ее нахрен. Пуля, пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пойдем. По лосиным следам надо. А нет, олени. Олени шарахались. А вообще, вот, чтобы не ползти, вспомнил. Ну, чтобы к белке не ползти через эти деревья. Вспомнил случай. Ну, не случай, даже 2 раза было. С севером охотился. Вот север. Пару раз мне белок приносил. 1 раз было. Я на горе стоял.
И белка, когда после выстрела упала туда, под гору, под дерево. Но я тут рюкзак пока снял. Гляжу, север уже тащит ее в зубах наверх ко мне. Думаю, вот это номер. Никто его не учил никогда такому. И второй раз что-то похожее было, что зубы взял и принес ко мне. Вот здесь вот гляжу. Лёшка оленье лежал. Помет. Вот они тоже здесь кормятся. Вот этой всей упавшей хренью. То, что падает. А вот Лёшка, вторая Лёшка. Так, там вдалеке где-то еще вижу. Тут что-то тоже он прикладывался, но недолго здесь спал. Вытального нету. А вон там что-то все выбито. О, хан там говешки олени собирает. Тоже там вон Лёшка. Вон там. Вот здесь вот Лёшка. Вот Лёшка. Вот тут что-то все повыбито. Вот Лёшка. Вот Лёшка. Короче, они тут хорошим табунком ночевали. По оленей тропе спускаюсь с горы в нужное мне место. Звери, как известно, тоже ходят там, где легче. Белка там, видать, опять, наверное, белка сидит. Подойду сейчас, посмотрю. Ну, конечно, белка сидит. Не буду даже стрелять. Нет никакого желания громыхать здесь. Думаю, что она побежала сюда. Лаяла вон там, на косогоре, белку. Но я туда, конечно, не пойду. И что-то по косогору раз, а сюда побежала. А там вон белка сидит. И вторая подбежала белка. Тоже на дереве сидит. Там же. Что-то белок, как мышей. Здесь вот две сидят. Вот на этом листвике. И там вон фарт остался. Пулька сюда перебежала. Один хрен они попадутся в этот капкан. В общем, не стал я ждать, пока не залезут в капкан. Осторожно! Старичок. Фарт. Идет, не торопясь, впереди. Устал уже. Пенсионер. Заслуженный. Я остановлюсь. Он подбежит.
Я иду дальше, он впереди идет, не отрываясь. Но он сегодня километраж уже дал хороший.